Я не знаю, может быть, это формальности, но вы же понимаете. Понимаю. Ну все, можете приступать к своим обязанностям. Как доктор доктору, не надо ля-ля. Сейчас мы все узнаем. Так, а стучать вас не учили или все? Закон субординации не для вас? Извините. Мы случайно. Я говорю, потом. Вот эти два клоуна, Платон Ильич, теперь ваши коллеги. Пойдемте, я вас со всеми познакомлю и заодно покажу больницу. Идемте, идемте. Белок, моча. Это мне не нравится. Да, отеки у вас, я вижу, голубушка. Что-то у нас с давлением. Давление повышенное. Понятно. Так, ситуация серьезная. Я не переедаю, Валентин Иванович, честное слово, и пить стараюсь поменьше. Да, я понимаю, но видите ли, Светочка, у вас все признаки позднего гистоза. Да. Так что немедленно надо ложиться на сохранение. Ну, вы же знаете мою ситуацию, Валентин Иванович. Мне в больницу никак нельзя. Я знаю и понимаю. При гистозе могут отекать не только ноги, но и внутренние органы и плацента. А это кислородное голодание для ребенка. Более ко всему прочему, у вас могут начаться судороги. Так что будем оформляться в стационар. Все. О, Максим Викторович, это заведующий гинекологическим отделением Максим Викторович Заболотин. Платон Ильич Земцов, наш новый ординатор в родильном. Из какой больницы, коллега? Издалека. Я понял. А у нас с какими судьбами? Судьбами. А у Платона Ильича уникальный опыт. Он работал в Монголии по программе «Врачи без границ». Да вы что? А вы знаете, Платон Ильич, я с детства себя представляю врачом где-нибудь в экстремальных условиях. Поделитесь опытом. Обращайтесь. Я к вам загляну. Проходите. Пойдемте, познакомлю вас с Дыбенко. Да боюсь, упекли надолго. Угу. Кир, ну не в службу, а в дружбу. Вот ты не могла бы к нам заскочить и привезти мне спортивный костюм, да, халат, тапочки и белье. Угу. Да, ключ как обычно. Под ковриком, да. Угу. Ой, не знаю. Ну, наверное, свекровь придется вызванивать. Ну, больше помочь-то некому. Да и не в упрек тебе, Кир. Ну да, я все понимаю. Угу. Ну, до встречи, да. Угу. Да, давай. Дарья Федоровна, добрый день. Нет, с Мишей все по-прежнему. Просто меня положили на сохранение. Ну, ничего серьезного, да. Я просто хотела попросить вас, чтобы вы пока за Мишей присмотрели. Угу. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Шевчук, здравствуйте. Валентин Иванович попросил сделать развернутые анализы и сводить вас на УЗИ. Пойдемте? Так ты та самая Света Шевчук. А я думаю, откуда мне лицо твое знакомо? Я же сюжет про вас по телеку видела. И, слушай, мы все вам очень сочувствуем. Девочки, давайте потом поболтаете. Пойдемте, Светлана. Валентин Иванович сказал срочно. Да. Андрюш, можно? Да. Заходите, Платон Ильич. Это, здравствуйте, Андрей Дыбенко, наш врач УЗИ. Платон Ильич Земцов, новый ординатор в родильном. Что здесь у тебя, Андрюш? Демидова Марина Ивановна, жалобы на периодические боли в животе. Заболотин ко мне отправил, но, похоже, гинекологического здесь ничего. Позволите? Да, конечно. Ну как же ничего, коллега.
У нее зрелая дермоидная киста левого яичника. Да не вижу я никакой кисты. А яичник вы видите? Не вижу. Здесь кишечник раздут. Так это не кишечник. Это и есть киста. Да с чего вы взяли? Мне не верите, на МРТ ее отправляйте. И желательно с контрастом брюшной полости. А еще лучше сразу на операцию. И почитайте учебник Блюта и Бенсона. Ультразвуковая диагностика. Том 2, раздел УЗИ в гинекологии. Приятно было познакомиться. Взаимно. Ну, зря вы так, Платон Ильич. Конечно, Андрюша еще зеленый, ему опыта набираться, но все-таки макать его вот так при пациентке. Я не собирался. Сам упросился. Ой, не просто вам будет у нас в клинике с вашим характером. Я вас не устраиваю? И не надейтесь. Мне ординаторы в родильном позарез нужны, а хороший диагност тем более. Здравствуйте, Елизавета Юрьевна. Привет, Свет, как дела? Не спрашивайте. У меня Валентин Иванович гистоз обнаружил. Не хватало, чтобы с ребенком что-нибудь еще случилось. Так, я не поняла, это что за разговор? Мы этого не допустим. Для тебя сейчас главное в точности выполнять предписание врача и не нервничать, насколько это возможно. Я постараюсь. Да, не везет, так не везет. А что у нее? Я потом как-нибудь расскажу. Пойдемте, покажу вам лабораторию. Витась, это божественно. Ты у меня лучший повар в мире. Знаешь что, Лёва, не подлизывайся, ешь молча. Я не подлизываюсь. Витась, я от всей души. А сколько ты от всей души с утра тоже не поздоровался? Или ты думал, что я не замечу? Нет, ну я, конечно, понимаю, не родной ребенок. Это мой родной ребенок. Но он хамит мне постоянно. Вот вчера я его спрашиваю, ты уроки сделал? Он мне говорит, не твое дело. Я ему сказал, пока он не извинится, я с ним разговаривать не буду. Вот сорванец, а. Ничего, я ему сегодня вечером такую выволочку устрою. Он меня научится уважать взрослых. Добрый день. Здравствуйте. Знакомьтесь, пожалуйста. Это наш новый ординатор в родильном, Платон Ильич Земцов. Здравствуйте. Вита Игоревна Толупанова, старшая медсестра. Здравствуйте. Лев Борисович Квитко, руководитель Центром репродуктологии. Здравствуйте. Вита Игоревна, нам надо бы халатик для нового коллеги подобрать. Да-да, конечно. Зайдете, моя комнатка у ресепшена на первом этаже. Платон Ильич, ну, милости просим. Ну что? Нашли еще кучу болячек. Ой, как все не вовремя. Да разве бывает оно вовремя? Да мы и так в долгах, как в шелках. Все на Мишу уходит. Мне столько лекарств назначили. Ну, о себе-то тоже думать надо. Да и ничего со мной не будет. Лишь бы малышка всю эту нервотрепку пережила. Девочку ждете? Хотим Дашей назвать. В честь Мишиной мамы. А у нас двойня будет. Поздравляю. Центр у нас пока небольшой, но метраж тоже не главное. У нас за прошлый год сотни подсадок. Мы родили десятки детей. У нас база своя огромная. Да что там говорить, к нам из Франции приезжают, представляете? Неудивительно. Во Франции, как и в других цивилизованных странах, суррогатное материнство запрещено. Простите, а вы хотите сказать, мы живем в нецивилизованной стране? Я сказал то, что вы услышали. Какая интересная позиция. Вы не признаете суррогатное материнство? Не признаю. Очень интересно знать, почему. Потому что я не признаю торговлю телом ни в каком виде. Хотя проституция существовала во все времена. Минуточку. Минуточку. Не надо называть наш центр борделем. Лев Борисович. Суррогатная мама – это женщина, которая помогает другой. За деньги. За немалые деньги. Вынашивает ребенка, а потом его отдает. Отказывается. Фактически выбрасывает. Простите, это не помощь. Это преступление. Хорошо, вы видите другой способ решения борьбы с бездетностью? А вы видите проблему бездетности? В нашей стране миллионы беспризорников. Детдома переполнены. Пожалуйста, берите, воспитывайте. Но ведь это сложнее, не так ли?
Проще прийти к вам, дать денег и получить то, что хочешь. Да получить своего, вы поймите, получить своего ребенка, а не чужого. Объясните мне, пожалуйста, зачем искусственно фабриковать спинноз, когда любая баба может родить его когда угодно? Булгаков, собачье сердце. Сколько вам еще Шариковых нужно произвести на свет, чтобы вы наконец поняли одно? Вы даете тело, а не душу. Душу? Да, душу. Взяли немного одного, немного другого, в пробирке смешали, посадили в ходячий инкубатор, а дальше-то что? Да разве вам это интересно? Плодите големов и воображайте себя богами. Впрочем, не мне вас судить. Вот именно. Но те женщины, которые вынашивают детей за деньги, или те, которые их потом покупают, ничтожество имя. Простите, пойду халатик примерю. Ты вообще поняла хоть что-то? Он же на ненавистника, я тебе серьезно говорю. Да, котик. Сейчас, хорошо. Муж пришел. Пойду. Фух. Да? Я же сказала нет. Да нет, не передумаю. И хозяевам своим передайте. И больше мне не звоните. Вы что, по-русски не понимаете? Что? Да как ты смеешь мне угрожать? Подонок! Ну, давайте вот этот померим. Прошу вас. Хотя я вижу, что он уже на вас велик. Ну, конечно, болтается, как на вешалке. Давайте, снимайте. Витася, зайдешь ко мне в лабораторию? Я, кажется, придумал по поводу Коли. Лев, ты видишь, что я занята? Давай немножко попозже. Вот. Вот это 48-й, это вот ваш. Ну, конечно, вот я вижу спина, плечи. Как на вас шили. Спасибо. Да, старшая медсестра не должна себе позволить разговаривать с врачом в таком тоне. Даша, если он ваш муж. Что-то я не поняла. Что? В отделение приехать? Я не могу, я в больнице лежу. А вы не могли бы кого-нибудь прислать, чтобы он заявление взял? Что значит других дел нет? А по-вашему, если женщине угрожают, что с ее ребенком что-нибудь сделают? Ну, какие вам еще нужны доказательства? Разве вам моих слов недостаточно, а? Что же вы делаете, а, Светочка? Вам нужно под капельницей лежать, а вы здесь смольно устроили. Давайте-ка немедленно в палату, да? Ну, Валентин Иванович. Немедленно в палату, я сказал. Пойдемте, я вас провожу, давайте. Девушка, вам плохо? Я могу чем-то помочь?
Да нет, спасибо. Я своего доктора дождусь Думанского. А во сколько он должен прийти? Ну, у него прием с 3 начинается. Позвольте. Без 23. При остром болевом синдроме 20 минут могут иметь необратимые последствия. Идемте со мной. Света, а вы в дачном поселке живете или в коттеджном городке? В поселке. Ну, не могли себе получше место выбрать? А у нас места красивые. Лес, озера. А потом они 3 участка купили. И есть где развернуться. Привет. Привезла все, как ты просила. Ну вот и лежи. Как ты? Да ничего, прорвемся. Дома все нормально? Нормально. Не ври. Что случилось? Ну, у вас кто-то побывал. Разбили окно на веранде и замок входной двери сломали. Что забрали? Да вроде ничего. Правда, перевернули все вверх дном. Ну, искали, наверное, что-то. Главное, чтобы ничего не подкинули. Кир, если тебе не трудно, ты посмотри, тут нет ли чего подозрительного, а? Или я сама отброшу? Ну, куда ты, куда? Ты лежи, лечись, а я обязательно все посмотрю, уберу, все будет хорошо. Ну, я пойду, а ты выздоравливай. Все, пока. А в чем, собственно, дело? Вы почему мою пациентку водите? Ну, тот самый Думанский. И что значит тот самый? Можно? Да, конечно. Вот. Чем болели? Так как все, грипп, ангина, ветрянка в детстве болела. Когда в последний раз болели гриппом? Не помню. Проблемы с мочеиспусканием давно? А откуда вы знаете? Это не наша пациентка. Это в каком смысле? Это пациентка уролога. У вас хронический гломерулонефрит. А интересно знать, а как вы это определили? Уроков диагностики я не даю. Даже да. Направление к урологу. Чем быстрее, тем лучше. Хорошо. Спасибо, доктор. Это что такое? Ну, вы же поставили диагноз. Уберите. Я врач, а не бухгалтер. Светлана Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня плохие новости. Они подали встречный иск. Какой иск? Что за чушь? К сожалению, все очень серьезно. Поскольку виновным в ДТП, по их версии, является ваш муж, то вы обязаны компенсировать расходы на ремонт машины. 20 тысяч долларов. Сколько? А за что такие деньги? Поверьте, я делаю все, что в моих силах. Я разговаривал с отцом Руслана. Если мы заберем заявление, то они готовы отозвать иск. А больше они ничего не хотят, а? А может быть, мне еще сбегать и официальные извинения им принести, а? Светлана Васильевна, ну вы же поймите, шансов выиграть этот суд у нас практически нет. Они и вас уже купили, да? Зачем бы так? Я же хочу уберечь вас от лишних расходов. Идите вы, знаете куда? Я за Мишу буду бороться до конца, а вы не хотите участвовать, не надо. Найдем другого адвоката. Зять Юрий, ну как это называется? У нее своих пациенток нет, так он решил у чужих водить. Это вы о чем? Это я ни о чем, это я о ком.
об этом нашем новеньком шамане, как его фамилию забыл? Его фамилия Земцов, зовут Платон Ильич. А почему шаман? Потому что вместо того, чтобы отправить пациентку на анализы, он заставляет ее помочиться в стакан, потом нюхает мочу, и на основании этого делает вывод, отправлять ее к урологу или нет. Больная на 3-м месяце беременности жалуется на боли в животе. Слушайте, интересно, я же читала про врачей, которые диагностируют по моче. Ну, то, что у нас такой врач. Нет, простите, у нас же ведь традиционная клиника. И вы здесь. Что ж, отлично. Елизавета Юрьевна, я только что от уролога, куда меня направил доктор Земцов. Так вот, его диагноз хронический гломерулонефрит. Он подтвердился, и меня кладут в стационар. Ну, прекрасно, значит, нужно ложиться. Ну, и это понятно. Но только уролог сказал, что мне нужно было ложиться месяц назад. Что же доктор Думанский мне об этом ничего не сказал? Вы меня, конечно, извините. Слушайте, вот зачем я столько денег потратила на лекарства, которые мне были не нужны? Да еще ему каждый раз платила. Тетя, я вам сейчас все объясню. Никто. Эта истерика, вот эта, которую вы сейчас наблюдали, ничего общего не имеет с действительностью. Нет, ну, вот скажи, есть какой-то предел у человеческой подлости или нет? Свет, да ты не нервничай, а то давление опять подскочит. Ну, а как тут не нервничать, когда меня обложили со всех сторон, и никакой на них управы нет? Я ведь куда только не ходила. Никто и пальцем шевельнуть не хочет. Слушай, а может, они вас просто пугают? Угу. Видела бы ты эту семейку. Такие не пугают. Да им человека в порошок стереть, расплюнуть. Потерпи, больной. Зовите дежурную бригаду. С поезда сняли. Острые боли, температура. Везите ее в смотровую. Да, и побыстрее, пожалуйста, побыстрее. Потерпи, маленькая, сейчас все будет хорошо. Платон Ильич, Потерпи, Олечка. роженицу по скорой привезли с температурой и острыми болями. Да, повезли в смотровую. Пульс 90, язык обложен. Как вас зовут? Ольга Елецкая, 25 лет. Первая беременность, 7-й месяц. Вот здесь болит? А вот здесь? На правый бок повернитесь. Боль усилилась? Да. Синдром Тараненко положите. По всем признакам гнойный аппендицит. Надо срочно оперировать. Как же ребенок? Сделаем кесарево, и с вашим ребенком все будет в порядке. Ждать нельзя. Аппендикс в любой момент может лопнуть и тогда. Ну, это понятно. Переодевайтесь, будем оперировать. Подготовьте, пожалуйста, Ольгу к операции. Дайте поспать, а? Свет. Олеся, Да. у Елецкой гнойный аппендицит. Готовимся к операции. Где ее отец? Сказал, скоро вернется. Ладно. Ждать нет времени. Вы были правы, острый флегмонозный. Хорошо, что успели. Салфетки. Возьмите. Зеркало. Пинцет. Ножницы. Гистерэктомия. Скальпель.
Зажимы на углу. Зажим. С почином вас, Платон Ильич. Вроде все в порядке. Шить? Шить. Ну что? Поздравляю, у вас сын. У меня? Да не сын. Внук. Это мой внук, понимаете? Внук, Оля моя дочь. Мы в Москву ехали, меня туда по службе перевели. Вот, поехали. А муж, он не мог нас сопровождать. Ну, неважно. Как она? Все в порядке. И с ребенком все хорошо. Крепенький мальчик. Слава богу. Да, он просто немножко недоношенный. Придется ему у нас полежать. Конечно. Можете не волноваться, едьте в Москву, у нас хорошие специалисты. Да нет, что вы говорите? Какая Москва? Я их не оставлю. Я здесь. Вот сегодня до утра останусь. Буду здесь, хорошо? А утром уже в гостиницу устроюсь. Можно здесь переночевать? Зачем здесь? Пойдемте ко мне в кабинет. А это можно, да? Спасибо. Ага. Я только к машине, там кое-что мне забрать нужно. Хорошо, я вас в холле подожду. Спасибо. Я сейчас. Ну вот, а Оля говорила, зачем столько набираешь? Видите, Чаек. пригодилось. Спасибо вам за дочку. Знаете, я ведь растил ее один. Моя жена была журналисткой. 15 лет назад она погибла в Чечне. Я сочувствую. Ну, так что Оля – это самое дорогое, что у меня есть. А теперь вот внук, внучок. Вам, наверное, домой пора, да? А я тут… Нет, не переживайте, у меня уже дома привыкли, что я допоздна задерживаюсь. Это ваша дочка? Моя. Какая милая. Извините. Да, алло. Елизавета Юрьевна, я вам еще нужен? Платон Ильич, я вообще думала, что вы уже домой ушли. Нет, не нужно ничего. Да нет, не ушел. Хочу дождаться, когда Елецкая из наркоза выйдет. Ну, отлично, держите меня в курсе. Хорошо. Платон Ильич, там Шевчук плохо стало. Вы не могли бы? Да. А вы говорили, что вы в Москву по службе. Это как, по государственной или по военной? По военной. И в каком вы звании? Теперь я в звании деда. Ну вот, так что, думаю, выше этого звания мне уже не прыгнуть. Вот если будет возможность, нужно купить лекарства. Это для ваших. Их, конечно, сложно достать, но это самые эффективные препараты. Конечно, конечно. Завтра же достанем. Ну что, может быть, Мне действительно пора, а то я домой сегодня не попаду. А вы, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Ну что ж, я один. Спасибо вам еще раз. Всего хорошего. До свидания. До завтра. До завтра. Давление 160 на 100. Готовьте капельницу, магнезия. Дибазол с папаверином по 2 кубика. Что случилось? Это вы нам скажите, что случилось. Вас нашли в коридоре без сознания. Я не помню.
Встала в туалет. Голова закружилась. Мушки перед глазами. И все. Лежите, не шевелитесь. У вас резко подскочило давление. Что? Что со мной будет, доктор? Если давление не собьем, придется вызывать роды. А что? 8-месячные же дети не выживают. Во-первых, выживают, а во-вторых, зачем вы в вашем состоянии где-то полночи гуляли? Нигде я не гуляла. Не спалось. Вышла ненадолго на крыльцо. Будем надеяться, что вам повезет. Дарья Федоровна, что случилось? Мишеньке ночью хуже стало. Врач сказал, нужна еще одна операция, срочно. Он может ослепнуть. А где денег взять? Занимать больше не у кого. Продадим дом и сделаем операцию. У меня есть знакомый риэлтор, я сейчас ему позвоню. А с врачами мы договоримся. Светочка, а жить-то вы где будете? Тем более малыш скоро родится. Ну, ничего. Придумаем что-нибудь. Доброе утро. Платон Ильич, доброе утро. Здрасте. Так рано? Вы уже на работе или вы не уходили? Решил остаться. Обстоятельства. Как там Елецкая? Все хорошо. Спит. Платон Ильич, я хочу ее осмотреть. Подождите меня, пожалуйста, в реанимации. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Где мы можем найти Светлану Шевчук? Да вот же она. Ну что, сука? Вы что делаете? Я сейчас полицию вызову! Все, полиция уже здесь. Вита Игоревна, полиция пришла. Хотят Шевчук арестовать. Что происходит? Мне нужно задать Светлане Шевчук несколько вопросов. Хорошие у вас методы. Значит, вы на беременных женщин с кулаками бросаетесь. Никто с кулаками не бросался. У потерпевшего сдали нервы. Это он потерпевший? Сегодня ночью был совершен поджог автомобиля Lamborghini Галларда, принадлежавшего Артему Козлову. И Артем Козлов в поджоге обвиняет Светлану Шевчук. На каком основании? Вот как раз об этом я хотел с вами поговорить. Так, ну, Шовчик прекрасный. Все, как вообще себя чувствуешь? Ничего, терпимо. Как мой малыш. Все хорошо, не волнуйся. Можно мне к нему? Ну, смотри, к вечеру потихонечку начнем вставать, а там, ну, завтра посмотрим. Елизавета Юрьевна, там в холле Свету Шевчук арестовывают. Что значит арестовывают? Извините. Вита Игоревна. Вита Игоревна, ну секунду. Да. Ой, Платон Ильич, такой беспредел творится. В общем, мужа этой Светланы сбил сосед 17-летний, мажор. Решил со своими дружками покататься. У мужа черепно-мозговая травма открытая. Перелом ноги, раздробили так, думали ампутировать, слава богу, спасли. Травма позвоночника. В общем, а они знаете, что учудили? Они его сбили и решили оставить на обочине. Но они заметили, что их увидели, посадили его к себе в машину и по пути в больницу напоили его коньяком. Насильно. Как будто он сам пьяный бросился им под колеса. А он-то вообще не пьет ни капельки, ни грамулечки. У всех спрашивали, все доказали. Про эту историю и газеты писали, по телевидению показывали вот это все. А они-то что? Они же богачи, с них как с гуся вода. Они все себе купили, свидетелей купили, этих судей купили. Ну, в общем, а теперь мало им пришли, они еще и хотят Светлану в тюрьму забрать. Все. Все. У Елецкой 3 дополнительных назначения. Пожалуйста, проследите, чтобы все сделали. Вообще сердца нет. Дровосек какой-то. У вас ведь есть веские причины ненавидеть Артема? Не правда ли, Светлана? Вы что, не видите, что ей плохо? Уходите сейчас же. Добрый день, начнем с Филатова. Что здесь происходит? Здравствуйте. Светлана Шевчук подозревается в совершении серьезного преступления. И я обязан задать ей несколько вопросов. Да против нее было совершено преступление. И я готов написать врачебное заключение, что из-за насильственных действий вашего Козлова возникла угроза жизни и здоровью беременной женщины. Да я даже пальцем не трону. Еще как тронул. У нас свидетелей полный ход. Доктор Дубенко, пишите заключение. Зачем же так сразу?
Давайте разберемся по-хорошему. Ладно, давайте по-хорошему. Давайте поднимемся ко мне в кабинет на 2-й этаж. Дарья Федоровна, езжайте к Мише. Светочка, ты как? Ко мне в кабинет, пожалуйста, проходите. Ее соседка лежит в своей палате. Понял. — 160 на 100. Сбивать будем? Да, конечно, не сиди, Базол. Ну, что там, рассказывайте. А дело, собственно, в следующем. Сегодня ночью кто-то проник на участок семьи Козловых, облил бензином автомобиль Артема и поджег. Пожар обнаружили в 2:30, а пожарные приехали через 15 минут, но тушить уже было нечего. Ну и что? Это мог сделать кто угодно. Это не дает вам права врываться в больницу и устраивать допрос беременной женщине. Допрос? Мы просто хотели задать несколько вопросов. Да что вы с этой тварью цацкаетесь? Она это сделала, тут и думать нечего. Ты хоть знаешь, сколько эта машина стоила? Слышишь ты, или ты сейчас закроешь свой рот, или выйдешь из этого кабинета. Слышишь ты? Артем Петрович, успокойтесь. Итак, где вы были с часу до 3 часов ночи? Здесь, в больнице, я же лежу на сохранении. Но вы все-таки вспомните. Может быть, что-то ночью слышали или видели. Да ничего я не видела. Отстаньте от меня. А если подумать хорошенько? Да за кого вы меня принимаете? Понял. Извините. Она ушла часов в 11. Может, чуть раньше. А вернулась, когда светало. Да? Да, когда светало. Умничка. Кто может подтвердить ваши слова? Послушайте, ну… Ей нельзя нервничать. Посмотрите на нее, это хрупкая женщина. У нее полно всяких заболеваний. Неужели вы думаете, что она подожгла машину? Вы себе даже не представляете, на что способна хрупкая женщина. Вот недавно такая хрупкая женщина за измену мужа с балкона скинула. Знаете, это не наш случай. Извините. Вы были правы. И она готова это подтвердить? Конечно. Андрей Васильевич, начинайте прием, пожалуйста. Хорошо. Алиби у вас, значит, говорите. Пожалуйста, пригласите. Лариса Степановна, пожалуйста. Лариса Степановна, расскажите, пожалуйста, следователю, где была ваша соседка по палате Светлана Шевчук этой ночью? Да не знаю я, где она была. То есть в палате ее не было? Вышла она куда-то часов в 11 вечера. Я выходила в туалет. Это что, преступление? А вернулась? Вернулась только под утро. Лара, ты что? Как ты можешь? Я больше ничего не знаю. Можно я пойду? Да, идите, мы к вам потом зайдем и зафиксируем ваши показания. Ну что, кто был прав? Получишь срок на полную катушку, я тебе это обещаю. Артем Петрович, санкции на рейс пока у нас нет. Ну, а
Но вам придется проехать с нами. Ну все, дело свое мы сделаем. Я прошу прощения, а что происходит? Это моя пациентка. Доктор, не мешайте, ваша пациентка задержана. На каком основании? Вас это не касается. Светлана обвиняет в том, что она ночью покинула больницу и подожгла машину вон того джентльмена. Простите, но это невозможно. Это почему же? Потому что она всю ночь провела под моим наблюдением. Как это? Обыкновенно. Вчера вечером ей стало плохо. Подскочило давление. Она потеряла сознание. Чтобы избежать кесарева, мы забрали ее в предродовую. И всю ночь проводили неотложные мероприятия. То есть вы утверждаете, что всю прошедшую ночь провели с гражданкой Шевчук? Ну, конечно, нет. У меня есть еще пациентки. Ну, тогда она могла ненадолго уйти, а потом вернуться. В таком состоянии? Вы соображаете, что говорите? Да кого вы слушаете? Да врет он все. Эта сволочь его подкупила. Да вообще ты ее соучастник, слышишь? Я надеюсь, вы знаете об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Знаю. Кто-то может подтвердить ваши показания? Я могу. Я всю ночь была в больнице. У нас была сложная ситуация, связанная с пациенткой, которую сняли с поезда с острым перитонитом. И я 2 раза заходила в предродовую. Я могу подтвердить слова доктора Земцова. Состояние пациентки Шевчук было критическим. Еще вопросы есть? Я вас всех засажу. Спасибо, Платон Ильич. Я пойду. Мне еще нужно обход закончить. Елизавета Юрьевна. Свет, не надо. Мы просто оказали необходимую тебе медицинскую помощь. Иди в палату. Это я. Вот, я достал все, что сказала Елизавета Юрьевна. Спасибо. Посмотрите. Господи, какие маленькие, а? Какой из них мой? Вот это. Вот это. Ах, ты мой золотой. Ой, Господи, это он же на меня похож, правда? Смотрите, точно, нос один в один. Ой, а можно мне подержать его на руках? Что вы, Ну, Николай одну Тимофеевич, минуту. ну нельзя. Ну, пожалуйста. Николай Тимофеевич, ну он же недоношенный. У него подкожного жира почти нет, и терморегуляция не работает. А в кувезе сохраняется оптимальная температура, влажность и состав воздуха. Ну потерпите еще недельку, ну пусть он окрепнет, а вы еще успеете нанянчиться. Да. Можно? Вы что-то хотели? Платон Ильич, я вам так благодарна. Света, удачи вам.